Всем привет, у микрофона Максим, и все мы любим играть в классику, но процесс не стоит на месте. Да что ты, черт побери, такое несешь? Да уж, самому не верится, но с момента выхода данного видеоролика прошло почти 4 года. За 4 года многое поменялось. Я уже не в 10 классе, я собрал половину серебряной кнопки, ну и так, к слову, большинство модификаций из того хайпового, но по правде говоря, слепленного на коленке видео сейчас выглядит очень смешно. Как говорится, прогресс не стоит на месте, и с каждым годом стандарты качества графики все повышаются и повышаются. Многие геймеры начинают выбирать игры лишь по красивой картинке, и это вообще вообще-то не совсем правильно. Гонки становятся масштабнее, больше, однако в них уже не ощущаются души, поэтому многие возвращаются в старые проекты. Первые игры серии Race Driver, Grid, Dirt и, конечно же, в саму Need for Speed. Сегодня я покажу вам несколько графических модов на второе поколение Need for Speed. Завсегдатаи канала многое из данного видео уже видели, однако этим роликом я просто соберу все лучшее, по моему мнению, в единое целое и сделаю этакий ремейк того старого зрелища. Need for Speed Underground 1 вышел в 2003 году. Это был фурор в жанре аркадных гонок. И все это было благодаря хайпу вокруг первого фильма «Форсаж». Неоновые огни в городе, интересный сюжет, для гоночной игры, обширная кастомизация автомобилей, а также саундтрек. Саундтрек был просто шикарен. Для многих первый Underground стал любимой игрой в серии, однако года идут, и игра не может позволить себе выглядеть такой же шикарной, какой ее видели игроки в 2003 году. Но несмотря на это, Дима Стрелица пришел на помощь и выкатил свой последний мод под названием Definitive Edition в честь 17-летия любимой игры. Кстати, в этом ноябре игре уже будет 18. Нельзя сказать, что данная модификация хуже или лучше редукса, это больше вкусовщина. Мне лично Definitive Edition нравится больше из-за теплых тонов мода. Как и полагается, заменены все текстуры, переработано освещение и другие мелкие настройки. Вы можете заметить, как выглядит игра с модом в стандарте. Многие могут жаловаться на темноту, однако все это можно настроить под себя в решейде. Установить мод довольно легко. Качаем его по ссылке в описании, разархивируем и запускаем игру через текст мод с новыми текстурами. Больше ничего. Второй Underground вышел спустя год, а все благодаря успеху первой части игры. Это игра детства для многих, однако я ее не особо люблю по различным причинам, говорить о которых в данном ролике я не буду и не горю желанием. Но как бы я ее не любил, нельзя отрицать того факта, что игра в некоторых аспектах стала лишь лучше. К примеру, тюнинг стал еще более обширным, видов гонок немного добавилось, а музыка осталась на том же высоком уровне. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoes. Black Betty, sing balam, yeah. Black Betty, sing balam, Black Betty, had a child, sing balam. Я лишь хочу сказать, что модификаций на данную игру куча. Есть как и сборка под названием Definitive Edition, которую опять же Дима Стрелица начал, а затем энтузиасты ее закончили. Однако ее пока нельзя советовать из-за крайне нестабильной работы, но ссылочку я вам оставлю в описании. Так и реально уйма разных других модификаций. Для своего ролика я выбрал мод под названием Last Brief. Модификация очень сильно изменяет игру. Тут есть уже банальная замена текстур на аналогичные, но высокого качества, а если быть точнее разрешение 4К, так и отражение, погодные эффекты и многое-многое другое, что было изменено, дабы освежить игру и подарить ей попытку выглядеть чуть моложе, чем есть на самом деле. Установка модификации абсолютно такая же, как и в прошлый раз, только на этот раз все кидаем в папку с Underground 2. Более подробный процесс, как установить модификацию, вы можете посмотреть в ролике Алексея Малахит. Most Wanted 2005 года самая популярная игра серии, на то есть свои причины. Сюжет с актерами, безбашенные погони с копами, опять же музыка.
Однако тюнинг обрезали по сравнению с андеграундом, но тут уже ничего не поделать, кроме установки определенных модификаций. По сюжету игрок приезжал в город, но сразу же натыкался на неприятности, терял свой автомобиль и не имел шанса вернуть его до самого конца игры. Почти у всех любителей Need for Speed этот Need for Speed является любимым, и я тоже поставлю его в тройку лидеров. Однако ПК-версия уступает своему собрату, версии для 360-го бокса, поэтому для данного ролика я взял модификацию, которую я использую почти всегда для своих геймплейных записей и других видеороликов. Most Wanted Eternal. Для меня это самый любимый мод на графику в Most Wanted 2005 года. Текстуры заменены на новые с качеством 4К, освещение поменяли, и самое главное, все это не ломает атмосферу игры. Игра остается такой же, так сказать, осенней, что позволяет окунуться в нее вновь и вновь. Модификация устанавливается абсолютно идентично. Кидаем в папку с заменой, открываем текст мод, однако от себя я лично советую сверху накинуть модификацию на HD винилы. Так игра кажется симпатичнее и винилы не выделяются сильно. Таким образом, Дима Стрелица вновь оживил многими любимую классику. А что вы думаете о модификации? Напишите в комментариях. После безбашенных погонь с копами Black Box отправила нас покорять каньоны под ночным небом. Ребята, речь идет о карбоне. Карбон в аспектах геймплея мне нравится чуть больше. Улучшенная возможность для стайлинга, такая как автоскуль. Винилы теперь можно составлять как ты хочешь, а также возвращение режима дрифт-гонок, который был убран в Most Wanted. Сюжет теперь рассказывается на протяжении всей игры, а не только моментами как в Most Wanted. Короче, я считаю, что игра была неплохим продолжением серии. Вышла она в 2006 году, сразу после Most Wanted, но геймплейно, как и ее собратья из этого ролика, она не ощущается старой. Но если вы по какой-либо причине хотите усложнения или удлинения геймплея, то я вам советую поставить модификацию Battle Royale Mod. Однако, дорогой зритель, вероятнее всего ты пришел сюда не за обзором данной модификации, а за изменением графической составляющей. Поэтому твоему вниманию я показываю модификацию Apex. Ее очень часто используют как основу для самых разных сборок на YouTube. Но лично от себя я вам просто советую ее поставить оригинальную версию, а затем просто накатить HD отражение от Air и отрегулировать решейд, если вам это необходимо. Установка абсолютно такая же, в этом проблем быть не должно. Я понимаю, что многим не нравится текст мод, однако тут ничего не поделать. На этом с карбоном мы заканчиваем. Pro Street сменил вектор направления серии Need for Speed. Теперь это аркада в мире легальных гонок. Не всем это понравилось, однако игра все же вышла. И лично мне игра нравится. Да, она не похожа на другие части серии, но все же я люблю раз в пару лет переигрывать в нее. Модификаций, особенно графических, крайне мало на нее. Однако у меня на канале есть полноценный ролик по улучшению игры. От стабильной работы кнопки Enter до как раз графической составляющей. Пожалуй, об этом распинаться я долго не буду, а просто вам укажу путь на этот видеоролик. Что ж, дорогие друзья, а на этом все. Как я сказал ранее, это просто сборка моих любимых модификаций, которые уже как или иначе, но были на данном канале. Так что не обижайтесь, это скорее ролик для массового зрителя. А также моя попытка избавиться от того самого популярного видеоролика. Также вы можете поддержать меня материально, подписавшись на мой Boosty. Подписавшись, вы получаете вот эти плюшки, а я тем самым смогу полностью избавиться от рекламы на канале. Что ж, а на этом все, дорогие друзья. Всем удачи и пока! Burn 'em.